Друзья, привет! Сегодня мы перенесемся с вами в Средневековье, в Тевтонский замок Мальборг в городе Мальборг. Самый большой кирпичный замок в мире и точно один из самых впечатляющих замков, сохранившийся до наших времен. Приятного просмотра! Представляете, в 13 веке уже работала такая опция. Здесь была большая печь. Боже, сколько здесь разных путей. Жесть, и они такие узкие. Запах прошлого. Сначала немного про путь. В Мальборг мы приехали из города Гданьска. Поездка на поезде заняла около 40 минут и обошлась в 42 злотых на двоих. Билеты можно купить как на вокзале, так и онлайн. Мы всегда выбираем второй вариант, чтобы сэкономить время. Кстати, полезный совет. Приложение Kaleo.pl показывает все возможные ЖД-маршруты в Польше, и через него можно сразу же купить билеты. И вот мы у замка. Первым делом мы перешли реку Нагат, чтобы посмотреть на масштабы Мальборга. Они действительно поражают. 210 тысяч квадратных метров занимает вся территория замка. Это как 42 футбольных поля. Просто представьте. Пока подходим к замку, расскажу такие орг-моменты для тех, кто собирается сюда приехать. Во-первых, мы купили билет за 70 злотых, это обычный билет, не льготный, то есть получается 140 на двоих. Сюда же входит посещение всего замка с аудиогидом. Дают вот такую вот штуковину, аудиогид, который работает как GPS. То есть вы просто ходите по замку, точнее вы ходите по инструкциям этого гида, да. Вам не нужно ничего включать, искать, просто вы идете, и он понимает, где вы находитесь, и рассказывает информацию из истории. Замок работает каждый день, кроме понедельника, и в зимний период вы можете прийти сюда с 9 до 4 часов, но лучше успеть до 3, потому что замок большой, и нужно успеть как бы выйти из него еще. Если вы хотите пойти с реальным гидом, то это будет стоить дополнительно 250 злотых, но если на польском, то бесплатно. Мальборг состоит из 3 частей. Первую мы вот прошли, это низкий замок, там сейчас пройти нельзя, ведутся какие-то работы. Следующим идет средний замок, и дальше далеко высокий замок, к которому мы еще будем, наверное, долго доходить. Ну что, начинаем нашу прогулку. Мы будем немного подслушивать гид и передавать вам какую-то информацию самую интересную. Ну, мы еще, конечно, готовились, понятное дело. Ну, в общем, не успели мы зайти, а здесь уже так красиво. Мне уже нравится. Красивые ворота. Есть какая-то вот штука, в которую можно зайти, выйти. Идем дальше. Замок Мальборг был построен в оборонительных целях еще в конце 13 века. Именно замок стал началом основания одноименного города Мальборг. В 14-15 столетии город, в котором мы с вами сейчас находимся, был выбран столицей Тевтонского ордена и стал резиденцией для великих магистров. В этом видео будет много упоминаний про магистров, поэтому для тех, кто, как и я, не знал, что это за люди, цитирую. Великий магистр – это титул высшего лица и руководителя в рыцарском ордене, а рыцарский орден – это группа людей, которые объединены общими ценностями, идеалами и следуют определенным правилам и традициям. Ордены были созданы в средние века и включали в себя рыцарей, которые защищали государство и веру, а также оказывали помощь нуждающимся. Мы зашли через ворота и попали в такую красивую территорию. Там, кстати, наверху видно высокий замок, логично, да? Но мы к нему еще дойдем потом. А сейчас будем, кстати, заходить внутрь, изучать. Господи, надеюсь, все успеем, потому что территория здесь, правда, огромная. Самый большой кирпичный замок, что вы хотели? Запах прошлого. Как же развивалась история нашей крепости после эпохи Тевтонского ордена? В 1457 году замок был куплен и перешел в руки польского короля Казимира Ягеллончика. Вот, кстати, и он.
С тех пор на протяжении 300 лет крепость служила временной резиденцией польских правителей. В 1772 году после раздела Польши замок перешел к Пруссии, и в прусский период он служил казармами и складами. В 1945 году хозяевами Мальборка вновь стали поляки. Ужасно поврежденный на последнем этапе Второй мировой войны, замок со временем был поднят из руин и открыт для туристов. Мы с вами пришли на кухню, очень интересное помещение, и здесь столько интересных, опять же скажу, деталей. Во-первых, вот эта территория — это печь. Здесь была большая печь. Обалдеть, посмотри наверху, как это выглядит. Темновато, но все равно можете почувствовать масштабы. Дальше здесь находится такой типа колодец, здесь была вода, и рядом раковина. Поворачиваемся и идем в комнату повара, которая сразу же находится здесь. Да, у повара была своя комната, и что еще важно, у него был свой собственный туалет, а на то время это была роскошь. Вот, здесь он находится, можно подойти и посмотреть. А как вы думаете, что это за круг такой? Почему он выделяется? На самом деле здесь был вход в подвал, где хранилась еда, рыба и мясо, все остальное. Оттуда или туда, как правильно, переносили еду на кухню, чтобы, собственно, готовить. Сейчас находимся с вами в трапезной. Здесь ели и в целом проводились разные мероприятия. Самая интересная часть этого помещения — это вот пространство с непонятными штуковинами в полу. Если мы подойдем, опустимся, мы можем это поднять, и оттуда идет тепло. Да, на самом деле вот эта вот конструкция — это было центральное отопление. Представляете, в 13 веке уже работала такая опция. Продвинутый был замок. Следующая комната — это гардеробная магистра. Здесь магистр мог брать свои мантии, одевать. Вот в этих местах находились шкафы. Также из интересного тут раньше было окошко магистра, где он мог подсматривать за тем, что происходит в трапезной. Также здесь можно почувствовать себя магистром и посмотреть вот сюда и увидеть какое-то рыцарское мероприятие. Там что-то происходит. И еще интересно то, что, опять же, у повара был собственный туалет, и у магистра, естественно, тоже. Он здесь находится за поворотом. Интересный факт про цвета. В то время стены расписывали 6 цветами. Я их все не запомнила, но один из них был зеленый, белый, черный, желтый. Вот, и голубой. И что интересно, то, что все цвета добывали из растительных веществ. Например, зеленый цвет добывали из папоротника, и он был самым дорогим по производству. Поэтому по этой комнате можно судить, что магистр был крутым парнем. У него было много росписей зеленого цвета. Вторая причина, почему магистр был крутым парнем, это то, что в его спальне находился собственный подогрев, и ему тепло спалось. А вот этот пол сохранился до нашего времени, и по нему ходил великий магистр. Мы проходили обычную трапезную, а теперь попали в летнюю. Здесь находится буфет, что интересно. То есть отсюда брали еду, шли и садились на свое место. Ну, не знаю, может, здесь были столы, конечно, но по всему периметру комнаты здесь находятся вот такие лавки, на которых сидели приглашенные гости магистра. И также здесь находится камин, который играл роль гриля.
Третья трапезная в нашем списке – это зимняя трапезная. Чем она отличается от летней? Тем, что, во-первых, здесь ниже потолок, чтобы было более тепло. Также здесь есть обогрев. Раньше здесь был большой камин, который, к сожалению, не сохранился до нашего времени. И также здесь в 2 раза меньше окон, чем в летней трапезной. Опять же, чтобы было более тепло. Солнце вышло наконец. Когда мы сюда приехали, здесь была такая серая погода, просто максимально ужасная. Я ненавижу такую погоду, потому что все видео от нее становятся более тусклыми. Так вот, хотела сказать, что, я думала, что факты, которые говорит аудиогид, будут скучными. Оказывается, нет, нифига. Тут очень интересные факты и ничего прям лишнего нет. Хочется вот все вам рассказывать, стараясь выбирать самое интересное. Прикольные двери, такие громкие. Пока гуляли по внутреннему двору, встретили наших крутых парней, великих магистров. Вот так они выглядели. И каждый из них сделал свой вклад в историю Мальборка. За этой дверью находится музей янтаря. Тоже очень интересное место. Мы там погуляли, посмотрели на разные украшения и другие вещи из янтаря. Держите пару кадров оттуда. Также в Мальборке можно посмотреть на коллекцию старинного оружия, чтобы наглядно увидеть, что использовали рыцари того времени. Спешу успокоить, на этом музей закончится, и мы перейдем с вами к более интересной части. Ну, на оружие и Что за слово? Обмундирование. Господи, не так интересно смотреть. Так что, мне не очень интересно. Так что быстренько проходимся и идем дальше. А вот этот камень стоит здесь не просто так, он посвящен реставраторам, которые занимались реставрацией замка. Да, его не раз разрушали, наш Мальборк, и вы только представьте, сколько усилий ушло на то, чтобы все это восстановить в более-менее таком виде, которым он был давно, в общем, чтобы сохранить историю этого места. Так что если бы этого всего не делали, мы бы здесь с вами не гуляли. Продолжаем прогулку и выходим на такой деревянный мост, под которым находится сухой ров. Он так называется логично, потому что здесь нет воды, и ее, как мы поняли, и не было. То есть вот эта дорога под нами, она, скорее всего, была предназначена для того, чтобы сюда привозили еду, и также здесь могли проводиться рыцарские турниры. Потому что с этих мест, да, сверху, особенно вот с моста, можно было хорошо за всем последить. А вот с помощью этих металлических грузов можно было за секунды поднять деревянный мост. Дальше проходим кладбище, и здесь, это как бы не само кладбище, но здесь находятся надгробки рыцарей Тевтонского ордена. Такие очень старые, можно посмотреть, поизучать. Кстати, замок построен в готическом стиле, странно, что я это не сказала раньше, но неважно, лучше поздно, чем никогда. И обратите внимание на то, какие здесь большие масштабы, какая я маленькая, и какие высокие здания. Очень поражает, конечно. Размер. Класс. Мне очень нравится этот стиль. Я кайфую.
Наконец заходим с вами в высокий замок, самое защищенное место Мальброка. Здесь посередине находится колодец, такой большой, и наверху красивая птица. Да, кадров мы наснимали очень много, поэтому получается столько музыкальных вставок. Каждая локация в замке по-своему красива, а лишней исторической информацией вас нагружать не хочется, потому что я сама такое не люблю. Кстати, мое мнение насчет исторических вставок: даты и события из истории — это хорошо и добавляют ясности, но, как по мне, больше всего запоминаются какие-то бытовые факты и атмосфера места в целом. А как думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Мы с вами попали на кухню, наконец-то. И здесь у входа сразу находится расписание. То, что отмечено красным, означает, что это были дни, когда подавалась выпечка. Черный означает обычные дни, когда подавали мясо, а зеленый означает пост. То есть тогда не подавали ни мяса, ни выпечки. Здесь очень атмосферно и даже пахнет так приятно специями. Посмотрите на масштабы этой печи. Сколько здесь всего стоит. На этом месте сидел сам магистр. И обычно такая мебель, до нее даже нельзя дотрагиваться, а тут можно даже посидеть. В этой комнате хранили что-то важное и ценное. Это можно заметить потому, что ее закрывали 3 дверей, то есть 3 ключей нужно было взломать. И это было практически невозможно, чтобы туда попасть. Поэтому доступ сюда имели очень мало людей. Мы с вами пришли в туалет. Да, туалет в замке находился на отдельной башне. Вот примерно как он выглядел. Вместо туалетной бумаги здесь были листья капусты. И куда же отправлялись все отходы? Мне очень понравилось, как гид сказал, нечистоты. Они все падали в ров с водой, естественно. Золотые ворота. Это единственные ворота, которые сохранились в замке со средних веков, и здесь можно их детально рассмотреть. Очень интересно все проиллюстрировано. Здесь находятся мудрые и немудрые девы, а поверх них расположены какие-то непонятные существа, которые выглядят очень забавно. А в целом, в сумме, в замке находится 700 дверей. Боже, сколько здесь разных путей. Жесть, и они такие узкие. Кстати, двери тоже узкие, я заметила. В общем, надеюсь, уже скоро будет конец. Отдельно здесь есть комната с гобеленами, которые стоили на вес золота, поэтому их могли позволить себе только элита, то есть очень богатые люди. Также здесь есть зал, который рассказывает все про реконструкцию Мальброка. И вот, собственно, его макет можно посмотреть, как он выглядит сверху и в такой миниатюре. Интересно то, что площадь Мальброка 20 гектаров, то есть Ватикан всего лишь в 2 раза больше Мальброка. Ну а теперь мы находимся в столовой братьев Ордена. Они здесь ели. Интересно то, что здесь находится вот такое вот пространство, там пустота внизу. И здесь был механизм, который напоминает сегодняшний лифт. И внизу находится кухня, которую вы, наверное, помните, и оттуда поднималась еда. Ну что, дорогие мои, мы все обошли, я не верю, это просто шок. Замок огромезный, и впечатлений у меня примерно столько же. Честно говоря, я ставила ожидания ниже и думала, будет скучнее, но нет, гид был очень классный. Все очень... Ну, короче, у этого замка очень богатая история, он сам по себе бесконечный. Да, мы очень устали, мы потратили немало времени, но это 100% того стоило, поэтому я советую вам здесь побывать вживую. Надеюсь, вы забудете это видео и когда-нибудь приедете сюда и прогуляетесь, впитаете всю эту атмосферу, историю. В общем, место было классное. Пишите в комментариях, как вам. Как ваши впечатления? Мне очень интересно, смогли ли мы передать всю эту атмосферу. И увидимся с вами, как обычно, совсем скоро в следующем видео. Пока!